Однажды в офисе. Считается, что паранормальные сущности могут принимать разные типы форм. Как вы уже поняли из предыдущих роликов, одной из самых распространенных является форма теневой фигуры. Следующий ролик был опубликован на YouTube, и на видео запечатлен офис, в котором на камеру было заснято нечто очень интересное. Первые 25 секунд ничего не происходит. Можно видеть лишь кадры офиса, однако после на камеру попадает нечто странное. Мы видим, как небольшая черная тень появляется возле дверного проема офисного помещения. Она медленно поднимается над полом, а затем, превращаясь в странный туман, передвигается над столом и стулом. Что особенно странно в этой тени, так это ее превращение за несколько секунд из темной фигуры в некое черное облако. В гостиной. Следующее видео было загружено на Reddit. Девушка рассказывает, что она получила этот ролик от лучшего друга мужа. Он установил камеры наблюдения во всем доме, так как чувствовал, что находится не один. Паранормальная активность была замечена и внутри дома, и вокруг него. Предметы были не на своих местах. Доносились звуки эха и шепота, которые будили семью ночью. Давайте посмотрим, что было заснято в их гостиной, когда никого не было дома. Сначала шар быстро скользит вверх, а затем размытая фигура, похожая на ребенка, быстро появляется и движется, а затем исчезает. Зрелище делает более жутким то, что можно услышать слово «помоги». Дом престарелых. Следующий ролик был снят камерой наблюдения в доме престарелых. По словам семьи, они таким образом присматривали за своей бабушкой. Бабушка жаловалась, что некий мужчина навещал ее по ночам. Она видела кошмары и ужасно страдала от разного рода болей. Она говорила, что когда кричала о помощи по ночам, то мужчина просто исчезал в воздухе. Поэтому родные установили камеру в целях безопасности. Однажды ночью нечто было поймано на камеру наблюдения. Что-то белое плавно перемещается по палате, приближаясь к бабушке, которая лежит на кровати. В следующем видео семья заметила, что дверь их гаража была постоянно открытой. Они решили установить камеры наблюдения, чтобы понять причину данного явления. То, что они увидели, их не только удивило, но и испугало. Давайте посмотрим. درکی کلا قفله. خب قبلا اینجور باز میشه در باز میشد در ولی نه ناکن یا اول ناکن یا اول دیدی اوه چه یهو غیب میشه دیگه یه دفعه غیبش میزنه یا اول فاز اینه داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم. На кадрах мы видим фигуру, которая выходит из гаража и, кажется, исчезает в воздухе. Видео вызвало массу споров в сети. Скептики писали, что качество видео оставляет желать лучшего, и его можно было бы просто подделать. Однако, другая часть аудитории убеждена в том, что это был не простой обман, а нечто паранормальное. Хозяева дома говорили о том, что это был точно не человек, так как не было ни признаков взлома, ни пропавших ценных вещей. Жаль, но мы никогда не узнаем, что это было на самом деле, но можем хотя бы предположить. Первый этаж. Следующее видео было снято в обычном, казалось бы, доме. Его выложил мужчина, который утверждает, что они с женой услышали, как кто-то ходит по первому этажу. Сначала они подумали, что это был кто-то из их детей, но потом мужчина решил спуститься вниз и проверить.
Когда он находится на первом этаже, дверь в их подвал вдруг открывается без видимой на то причины. Мужчина убедился, что это были не дети, но кто же тогда? Белая фигура. Следующий ролик был найден в социальных сетях. अब यहाँबाट सेत्तै भएर जान्छ क्या अब जस्तो आएको थियो त्यस्तै सेत्तै भएर जान्छ क्या माथि देखायो गयो के हो त अब На кадрах можно увидеть аномальную белую фигуру, которая появляется и быстро перемещается, пропадая из поля зрения. Мужчины, которые нашли это видео, уверены в том, что это было нечто паранормальное, а я хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Кто-то в кафе. Кадры следующего видео имеют неизвестное происхождение. Однако можно предположить, что они сделаны в каком-то кафе или столовой. Посмотрите, что удалось заснять камерам видеонаблюдения. В задней части комнаты вы можете увидеть что-то похожее на тень, которая движется справа налево. Если увеличить и замедлить видео, то видно, как она медленно плывет по стене. Как и у многих коротких видео, и об этом нет никакой информации, поэтому довольно сложно это комментировать. Однако сам ролик выглядит довольно загадочно. Присутствие. Следующий ролик был загружен на Reddit. Мужчина и его семья жили в этом доме некоторое время. Однако только недавно они начали чувствовать странное присутствие в их доме. Автор ролика говорит, что это было простое ощущение, будто кто-то наблюдает за тобой или ты что-то видишь. Вскоре они начали слышать шаги и шепот, как двери закрывались сами по себе. Семья решила установить камеры наблюдения в доме, чтобы понять, с чем они имеют дело. Посмотрим, что засняла камера. Черная фигура очень быстро пробирается через кухню. Если присмотреться, кажется, она оставляет за собой некий черный туман. Фотографии. На Reddit один пользователь выложил серию фотографий с камерой безопасности. Он говорит, что камера запечатлела призрачное присутствие, которое видно невооруженным взглядом. Жуткая сцена развернулась в комплексе, где произошла череда ужасных событий, от смертельных инцидентов со стрельбой до передозировки. Давайте посмотрим на то, что же удалось снять. Поздно вечером друг семьи вернулся домой и пытался открыть постоянно заедающий замок. Но если вы присмотритесь, то увидите справа белую аномалию, которую многие сравнивали с призраком. Пользователь, который поделился этими данными, писал, что эта фигура была похожа на мужчину и она двигалась. Однако дебаты на Reddit не прекращались. Кто-то писал о том, что такие фотографии очень легко подделать. Следующее видео было найдено на YouTube. На кадрах можно заметить кошку и луч света, который движется очень быстро. Он будто летит по воздуху, даже при замедлении скорость очень высокая. Это видео было выложено в поисках ответов. Зрители предполагали, что это мог быть ангел, который спустился с небес для важного дела. Но пользователь все еще пытается понять, что же это было на самом деле. А вы можете ему помочь, написав свои предположения в комментариях. Дух предыдущего владельца.
Следующее видео было заснято в доме с темным прошлым. По слухам, предыдущий житель был кем-то одержим и скончался прямо перед дверью в этом доме. Очередного владельца стали беспокоить странные звуки, и он попросил экспертов по паранормальному, которые, кстати, имеют свой YouTube-канал, разобраться, что происходит. Автор ролика установил камеры и стал ждать. Смотрите, что происходит в первую ночь. Камера фиксирует набор бумаги, который каким-то образом падает со шкафа сам по себе. Через несколько дней после увиденного владельцы дома уехали оттуда и не захотели видеть другие проявления паранормального. Дом стал пустым, но автор ролика продолжил снимать его в течение нескольких следующих ночей. И теперь одна из камер фиксирует нечто более жуткое. Внутри пустого дома дверь открывается сама по себе, а затем в дверном проеме можно увидеть то, что кажется бледно-белой фигурой. Потрясенный увиденным, автор ролика решил посмотреть все кадры, начиная с того момента, когда камера была еще не в пустом доме. И то, что он обнаружил, просматривая часы отснятого материала, было по-настоящему жутким. Вот что он нашел. Мы видим, как хозяин дома входит в гостиную и просто стоит неподвижно. Он опускается на пол рядом с дверью, той самой дверью, где умер предыдущий владелец. Он сидит и не замечает камеру и кошку, проходящую рядом, как будто человек, сидящий там, на самом деле не тем, кем кажется. После он просто встает и выходит из комнаты. Зрители были шокированы заснятым материалом. Многие предполагают, что в доме обитает призрак предыдущего владельца. Другие верят, что та таинственная бледная фигура является зловещим темным существом, которое может вселяться в людей. Задний двор. Следующий ролик был снят камерой наблюдения на заднем дворе. Посмотрите. Нечто похожее на орбу пролетает по заднему двору, и в это время дверь гаража вдруг открывается. На этом видео заканчивается, а что это было на самом деле, мы с вами никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Сладкий сон. Следующий тревожный ролик был снят на камеру наблюдения, когда один ребенок спал со своей мамой, а второй в гамаке. Посмотрите.
Сначала предмет на стене вдруг начинает шевелиться, а затем гамак с ребенком начинает качаться. Но это было еще не все. Спустя несколько мгновений дверь вдруг открывается, и только тогда их мать просыпается. Она проверяет ребенка, закрывает дверь и перекладывает малыша на кровать. Обратите внимание на маленького Мишку, который в этот момент пошевелился. Девушка ложится рядом с детьми, но паранормальные события не перестают происходить. Вдруг открывается окно, через которое можно увидеть темную фигуру, которая стоит и наблюдает. Через несколько секунд фигура исчезает, и, казалось бы, все заканчивается. Но это было только начало. Шкаф снова открывается, в котором начинает что-то шевелиться. Девушка это слышит и снова просыпается. Сначала она подходит к окну и закрывает его, а затем проверяет шкаф. Спустя некоторое время окно снова открывается, и мы можем увидеть темную фигуру. Лежащий на кровати Мишка вдруг начинает шевелиться, а девушка вновь просыпается. Она видит, как Мишка шевелится, и пытается его положить на кровать вновь и вновь. Девушка решает разбудить детей и пойти в другую комнату, а в это время одна темная фигура наблюдает за ними из окна. На этом видео заканчивается. Многие зрители обвинили девушку в постановке, но она была непреклонна и утверждала, что все, что было снято, полная правда. Другая часть пользователей убеждена в том, что родители в здравом уме не станут привлекать своих детей для участия в такого рода роликах. Поэтому видео правдивое. А вы как считаете? Домашний питомец. На следующем видео собака обратила внимание на некое явление около дома. Посмотрите. Кажется, нечто резко пробегает мимо дома, но у него нет ни туловища, ни головы. Собака реагирует мгновенно, будто теряясь и не понимая, что это действительно было. Зрители разошлись во мнениях. Одни писали, что это мог быть всадник без головы, другие утверждали, что пробежал обычный человек, а камера в этот момент дала сбой. Третьи уверены, что это был призрак, поэтому и последовала такая реакция собаки. Темная фигура. Следующее видео было найдено на YouTube. Это фрагмент записи с камеры наблюдения около дома. Первые несколько секунд ролика ничего необычного не происходит. Однако уже через мгновение вы увидите нечто действительно странное. Размытая темная фигура, кажется,
движется целенаправленно по пути, а затем исчезает из поля зрения. Некоторые полагают, что это был просто кот, который двигался по дорожке. Однако пользователи также писали про человека-тень и про призрачные явления. В следующем видео, когда мужчина наслаждался солнцем и находился в отпуске, он получил уведомление о движении в своем доме. Смотрите внимательно. Слева можно увидеть фигуру, будто проходящую по комнате. Мужчина остался озадаченным, так и не понимая, кто или кто это мог быть. Думая о том, что это мог быть простой сбой, мужчина продолжал отдыхать в долгожданном отпуске. Однако странные события не переставали происходить. В еще одном видео, снятом на камеру наблюдения в квартире, можно снова увидеть фигуру и заметить вспышку света. Зрители высказывали предположение о том, что такие вспышки могут использоваться существами из других миров для маскировки. Мужчина, тем не менее, теперь боится находиться в собственном доме. Перекус. В следующем видео девушка в ночное время пошла на кухню, так как захотела перекусить. В этот момент ее собака спала на диване, а она услышала чей-то шепот. Многие пользователи, которые посмотрели видео, также слышали шепот и странные звуки. Девушка утверждает, что на первом этаже, кроме нее и ее собаки, никого не было. А что вы слышали? Пишите свои предположения, откуда мог доноситься данный звук и что он значил. Квартира. Следующее видео было снято в квартире и действительно напугало владельцев. Посмотрите сами. Справа появляется аномальная фигура и в то же мгновение исчезает. Ситуация повторялась несколько раз. Что это было, владельцы даже не могут предположить. А у вас есть версии? Магазин ночью. Данный ролик был заснят на камеру видеонаблюдения ночью в складском помещении магазина. Посмотрите. Мы видим нечто, похожее на тележку на колесах, которая нагружена продуктами или чем-то вроде того. И как вдруг она начинает двигаться сама по себе. Тележка находится очень близко к стене, поэтому нельзя сказать однозначно, мог ли ее двигать человек. Как вы можете видеть, похоже, что тележка никоим образом не толкалась человеком. Однажды ночью. Пользователь выложил это видео, которое было снято на камеру наблюдения в доме. На видео представлена жена автора, загрузившего это видео. Поздно ночью она зашла на кухню, находясь во сне. Вообще, лунатизм достаточно распространенное явление, которое затрагивает множество людей. И эта женщина не исключение.
Женщина садится на один из кухонных стульев, а дальше остальные стулья начинают двигаться. Камера реагирует на движение в другой комнате, а самые зоркие зрители заметили, что там действительно была чья-то тень. Однако тревожные события не заканчиваются. Всего несколько мгновений спустя женщина испытывает дополнительные пугающие встречи с сущностями неизвестной природы. Предмет на столе приближается к женщине, а спустя несколько секунд дверь с силой закрывается. Завод. Следующий ролик был снят камерой наблюдения на заводе, который находится в Колумбии. Охранники, которые следили за камерами в тот момент, заметили что-то странное. Они подумали, что кто-то чужой пробрался сюда, и один из них пошел проверить. Когда охранник входит на территорию, кажется, что ничего необычного не происходит. Что бы то ни было, на камере его нет, поэтому он включает свет. Картинка немного размывается перед тем, как погаснет свет, и внезапно появляется таинственная темная фигура, которая стоит на территории. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения в доме. Пока девушка убиралась на кухне, ее дочь развлекала себя в детском манеже. Посмотрим вместе. Сначала кажется, что девочка сама двигает манеж, в котором находится, но смотрите дальше. По мнению ее матери, их дом населен чем-то паранормальным. Несмотря на то, что она заметила движение манежа не сразу, но когда он буквально поехал в другую сторону комнаты, мама так испугалась за свою дочь, что решила поскорее уйти из дома. В следующем видео камера наблюдения сняла действительно странный инцидент.
Девушка решила немного подремать днем, но никак не ожидала, что вместо спокойного сна она встретится с тем, что ее испугает. Подставка с телевизором вдруг начинает двигаться без видимой на то причины, пока не достигнет другого конца комнаты. Девушка не замечает это, так как уже засыпает, но в тот же день происходит еще кое-что. На еще одном видео девушка делает себе укладку, как вдруг вода в ванной включается сама по себе. Она замечает это и идет все выключить и убрать. Ситуация повторяется и кажется, нечто паранормальное пытается напугать девушку, поэтому она убегает из ванной комнаты. Многие зрители писали, что это могла быть постановка, а другие убеждены в том, что нужно покинуть дом, который населен паранормальными силами. А что это было на самом деле, решать только вам. Нечто странное. Следующее видео мужчина выложил на Reddit в поисках ответов. Его камера наблюдения засняла около дома нечто странное. Также сработал и датчик движения. Мужчина подумал, что это могло быть животное, пока не посмотрел видео. Слева можно увидеть аномальную белую фигуру, которая перемещается. Через мгновение она будто начинает мерцать и пропадает. Пользователи также предполагали, что это могли быть как фары автомобиля, которые освещали дорогу, так и игра света. А что это было на самом деле, решать только вам. Мужчина работал в ночную смену и заметил на кадрах с камеры наблюдения нечто странное. Изображение было нечетким. Ему казалось, что по помещению ходят тени. Он достал телефон и начал снимать все, что видит. Давайте посмотрим. В одном из коридоров камера засняла темную фигуру, напоминающую призрака, который двигался по помещению. По словам охранника, той ночью в отеле было тихо и пусто, постояльцев не было. Когда он пошел проверить коридор, то ничего там не обнаружил. Также некоторые зрители заметили, что изображение из камеры мерцало, когда появлялась данная фигура. Неужели это действительно был призрак?
Неожиданный момент. Следующее видео было снято на камеру внутри гостиной в обычном доме. Сцена, которая показана здесь, действительно сбивает с толку. Посмотрите. Мы видим, как мальчик побежал в коридор, как вдруг прямо перед ним открывается дверь и сбивает его с ног. Автор ролика предполагает, что в его доме поселился настоящий полтергейст. Как известно, полтергейсты известны своей способностью перемещать предметы, создавать шумы и даже причинять людям вред. Призрак ребенка. Следующий ролик был загружен на Reddit. Первоначально автор просто собирал документальный фильм, используя также камеру видеонаблюдения. Но он нашел на кадрах нечто пугающее. Посмотрите. Как будто призрак ребенка бежит из одной комнаты в другую. Зрители этого ролика утверждают, что после просмотра этого видео они видели кошмары. Другие говорят, что это не более чем мистификация. Хозяин же дома утверждает, что живет один и детей у него нет. Спальня. Камера видеонаблюдения в спальне засняла нечто действительно жуткое поздно ночью, когда мама со своей дочкой спали. По словам матери, камера была установлена, чтобы следить за ребенком, так как часто девочка остается спать одна. То, что произошло той ночью, навело женщину на вопросы, ответов на которые она не знает. Она выложила это видео для того, чтобы разобраться в ситуации. Девочка будто что-то увидела, издала страшный визг, что и разбудило ее маму. Попытки успокоить дочку первое время были напрасны. По словам матери, ее дочь заметила что-то на потолке в тот момент и была будто парализована от страха. Большая часть пользователей согласна с тем, что видео действительно жуткое, а девочка выглядит искренне напуганной. Это видео облетело весь интернет и за несколько лет набрало 13 миллионов просмотров. На видео отель в Иллинойсе, где проходило мероприятие еще в 2003 году. Когда гости сообщили о странных шумах и необъяснимых криках, сотрудники начали просматривать записи с камер наблюдения. Однако не было выявлено ничего необычного. Жалобы, тем не менее, не прекращались, а гости часто упоминали о звуках и скрежете за стенами, которые доносились в основном из номера 209. Однако спустя время была найдена одна любопытная запись. Когда мужчина подходит к номеру 209, он слышит жуткие крики и решает зайти внутрь. А теперь смотрите внимательно. John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're gonna get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Amy, John's gonna enter the room real quick.
call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Спустя некоторое время видно, как некая белая фигура выходит и быстро движется по коридору, но мужчина при этом никого не видит. Зрители были напуганы, и многие полагают, что это видео является подлинным свидетельством паранормальных явлений. Некоторые также прокомментировали ужасающие крики, которые можно было услышать из комнаты, говоря о том, что теперь им снятся кошмары, и у них возникают мурашки по коже от испуга. А как вы думаете, что действительно обитает в номере 209 этого отеля? Полтергейст. Следующее видео было найдено в TikTok. Оно снято на камеру наблюдения на кухне. Мужчина говорит по телефону и одновременно пытается готовить. Сначала кажется, что ничего необычного не происходит, но смотрим дальше. Он развеивает шафран по квартире, так как любит этот запах. А дальше происходит то, что его пугает. I'm not trying to deal with that crap, and, you know, that is nonsense. Oh, shit! Fuck! God damn it! Motherfucker! Мусорное ведро вдруг начинает двигаться, и мужчина это замечает и покидает кухню. Затем стул тоже двигается. Это не единственное видео, которое снял мужчина и выложил в TikTok. Давайте посмотрим еще одно. Мужчина выходит на улицу, где у него установлена импровизированная кухня, и вновь с кем-то говорит по телефону. Когда мужчина отдаляется, холодильник вдруг падает, он пугается и забегает в дом. Дальше слышны странные звуки, а затем видео заканчивается. В еще одном видео мужчина утверждает, что за ним кто-то наблюдал из окна. Посмотрите. Когда мужчина находится на кухне, в окне можно увидеть темный силуэт, который движется и, кажется, наблюдает за мужчиной. Он рассказывает, что его преследует нечто зловещее, куда бы он ни пошел. Ночная смена. Продавец работал в ночную смену, и что-то прервало его рабочий процесс. Он был сбит с толку и решил посмотреть записи с камеры видеонаблюдения. Я хочу, чтобы вы, ребята, сосредоточились на этой области. Понятно? Подождите, я ускорю видео. С полки вдруг падает коробка, а мужчина идет туда, чтобы проверить, в чем причина падения. Он показывает, что во всем супермаркете находится совершенно один. Он идет по магазину, чтобы осмотреться, и в поисках кого-то или чего-то, кто мог уронить коробку. Come on up! Always trying to mess with me. Ooh!
Я здесь. Куда я иду? Смотри, вот я. Видишь? Видишь? В какой-то момент кто-то тянет его за волосы, что было зафиксировано на кадрах с камеры наблюдения. В тот момент он действительно испугался. А у вас есть версии, с чем столкнулся мужчина той ночью? Напуганная кошка. На следующем видео на камеру видеонаблюдения заснята кошка, которая что-то увидела. Посмотрите. Видно, что кошка на кровати приняла необычайно внимательную позу. Это выглядит так, как будто ее что-то напугало. Внезапно тень начинает двигаться по коридору в спальню. Вскоре за ним идет вторая кошка, которая, как кажется, следует за темной фигурой. Как только кошка оказывается в комнате, дверь начинает медленно закрываться за ней. Есть еще одна жуткая деталь, которую можно легко пропустить при первом просмотре данного ролика. Стол на переднем плане немного трясется, когда кошка входит в комнату. И затем камера начинает медленно перемещаться к стене справа. Нечто из подвала. В следующем ролике девушка по имени Эшли делится своими переживаниями в социальных сетях. Пару раз в ее доме происходило то, что пугало ее и ее детей. Поэтому она установила камеры во всех комнатах. Одна камера засняла, как кто-то приближается к лестнице из подвала. У Эшли не было представления о том, что там происходило на самом деле. Девушка говорит, что это точно не домашнее животное, так как у нее их просто нет. Это не единственное видео из квартиры Эшли. Прямо на лестнице можно увидеть нечто с горящими глазами. Это было похоже на каких-то существ. Но зачем они наблюдают за семьей Эшли и для чего беспокоит их, девушка не в силах понять. В еще одном снятом камерой наблюдения видео чья-то размытая фигура проходит мимо. Эшли утверждает, что в тот момент в доме никого не было. Видео от подписчика. Следующую серию видео прислал наш подписчик. Когда у них появилась кукла, в доме начали происходить странные события. Посмотрите. В первом видео, когда он находился в зале, то услышал, как что-то упало, а потом сам по себе покатился мячик. Видно, что окно закрыто, поэтому оно не могло вызвать падение.
На втором видео двигается кукла. Подписчик рассказал, что когда он находился дома один, у него были подозрения на куклу, и что она уже не первый раз двигается. Также подписчик дополняет, что он и его сестра видели теневых сущностей, но на камеру это не попало, так как камера находилась только в комнате. В следующем видео мужчина по имени Марвин заснял на видео странный инцидент, когда просто собирался поиграть. Он просто снимал видео, демонстрируя функцию ночного видения. Давайте посмотрим. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it's just, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, you know, pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. Когда Марвин выключает свет и активирует режим ночного видения, можно заметить аномальную фигуру. Она движется в течение нескольких секунд, прежде чем исчезнуть. Марвин сам заметил это не сразу, только после просмотра отснятого материала. А что именно было снято на камеру, для нас навсегда останется загадкой. Белая фигура. Следующий ролик был найден на Reddit. Его выложила девушка по имени Кейт, которая утверждает, что камера наблюдения засняла реального призрака. Она подробно описала, как все происходило. Сначала в 22:57, когда проезжает грузовик, слева появляется белая фигура, которая движется по заднему двору и исчезает. В 23:09 фигуру можно увидеть плывущей по двору, пока она не достигнет дерева. Она сначала остается на месте, а затем перемещается вверх. Также фигуру заметили в 23:14 перед тем, как проехал автомобиль. Девушка утверждает, что был еще один инцидент, который не засняли камеры наблюдения, так как он не попал в их зону видимости. Из окна они увидели, как белый шар медленно перемещался по двору в сторону окна. Сначала семья подумала, что это могла быть молния, но после того, что они увидели на кадрах камеры наблюдения, они изменили свое мнение. Следующее видео было снято камерой наблюдения в одной из больниц Индонезии. Давайте посмотрим.
Нечеткая аномальная фигура, кажется, перемещается по помещениям больницы. По сообщениям персонала, в тот день в больнице скончался мужчина, душа которого могла бродить по палатам. А был ли это призрак на самом деле, или этому видео есть разумное объяснение, решать только вам. Оно зашло в комнату. На этом видео неизвестная теневая фигура фиксируется на камеру, которая находится в прихожей обычного дома. Что делает это конкретное видео более пугающим, так это то, что в нем был замешан невинный ребенок. Мы видим обычный жилой дом. Вскоре после начала ролика мы слышим сильный стук, а уже через несколько секунд можно заметить что-то странное. С левой стороны стены появляется темная тень. Затем мы видим, как тень входит в комнату справа. Через несколько мгновений ребенок начинает плакать. По мере хода видео плач ребенка превращается в настоящий крик. Затем мы видим, как в коридоре снова появляется тень и уходит за кадр. Тот факт, что ребенок начал плакать, когда в комнату вошла теневая фигура, безусловно, очень жуткий момент. Бар. Следующее видео было снято на камеру видеонаблюдения в баре в Англии. Нечто довольно жуткое напугало владельца бара. Давайте посмотрим. Сначала можно увидеть небольшой шар, который двигается по коридору. Затем из ниоткуда появляется таинственная прозрачная фигура и медленно движется. Автор этого видео говорит, что эта прозрачная фигура выглядит одетой в одежду средних веков. После просмотра этого видео мнения зрителей разделились. Явление. Этот ролик выложила Эшли, которая подозревает, что в ее доме она находится не только со своей семьей, но и чем-то паранормальным. С тех пор, как семья начала видеть необычные явления, они установили камеры наблюдения по всему дому. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. В первом ролике мы видим, как дверь открывается сама по себе, когда в доме находится вся семья. На еще одной записи кресло-качалка покачивается без видимых на то причин. Все происходит ночью, когда все члены семьи спят. Эшли и ее семья тогда еще не знали, что эти инциденты были только началом. Однажды ночью, когда Эшли была дома одна и решила посмотреть сериалы, она заметила темную фигуру в комнате, что побудило Эшли принять меры и уйти на ночь в свою машину. Спустя несколько часов Эшли решает вооружиться спирит-боксом и установить контакт с предположительно обитающими здесь духами. Однако уже спустя несколько мгновений спирит-бокс падает, будто пытается уведомить Эшли о том, что не стоит налаживать контакт с духами. Следующее видео короткое, а его первоисточник
неизвестен. Женщина, просматривая камеры наблюдения, заметила нечто жуткое в одной из комнат. Посмотрите. Kenapa makin jelas aja? Ini apa ya? Ini kita tanya teman-teman kita yang Indihome. Ini. Когда она снимает комнату, в ней никого нет, но на экране отображается некая аномальная фигура, которую многие зрители назвали призраком. Было и обратное мнение, которое заключалось в том, что на камере могла быть пыль, паутина или простой жук. Мне интересно послушать ваши догадки по поводу этого видео, так что напишите свое мнение. Дом с привидением. Следующее видео было снято, когда команда охотников за паранормальными явлениями проводила расследование в доме, предположительно населенном призраками. Посмотрите, за одним из членов команды поднимается и падает металлический предмет, напоминающий саблю. На этом видео обрывается, так как команда пошла просматривать кадры с камеры наблюдения после данного инцидента. Многие зрители, тем не менее, обвинили команду охотников за паранормальным в обмане. По их мнению, на видео была видна леска, которая позволила поднять и переместить предмет. Однако были и те, кто написал, что не видит никакой лески на видео, а все произошедшее списывают на полтергейста. В следующем видео, которое было найдено в социальных сетях и снято на камеру наблюдения в квартире, снято не только, как мужчина играет в VR-очках. Смотрите внимательно. В дверном проеме появляется фигура, напоминающая ребенка. Она движется, а затем останавливается, кажется, наблюдая за мужчиной. Спустя некоторое время фигура пропадает. Многие пользователи, которые посмотрели видео, убеждены в том, что это мог быть реальный призрак. Другие комментаторы отметили, что всему виной сбой в работе камеры. А вы как считаете? Человек в шляпе. Леденящее душу видео, которым поделился пользователь TikTok, привлекло внимание зрителей по всему миру. Это видео было снято 2 февраля 2023 года на камеру домашнего видеонаблюдения, которая была установлена за день до этого. На кадрах видно, как мужчина играет со своим маленьким ребенком, и при ближайшем рассмотрении можно увидеть кое-что страшное. И если мы посмотрим видео еще раз и обратим пристальное внимание на зеркало на стене, то увидим, как прозрачный мужчина в шляпе, кажется, проходит мимо, несмотря на то, что в комнате больше никого не было. Некоторые зрители написали автору ролика, что это может быть признаком известной паранормальной сущности,
о которой сообщают люди по всему миру. Эта призрачная сущность, известная как человек в шляпе, появляется в моменты сильного стресса либо эмоциональных потрясений и питается страхом людей. Внутри дома. Следующее жуткое видео было найдено на YouTube. Его загрузил автор по имени Джей Биш. Пока он был в отпуске, камера видеонаблюдения запечатлела что-то похожее на призрака. По словам автора, он получил уведомление о движении внутри дома. Когда он посмотрел данное видео, то не мог поверить в то, что увидел. Посмотрите, загадочная фигура медленно высовывается из дверного проема, прежде чем пропасть. Автор видео был непреклонен в том, что это был реальный призрак. В следующем видео ребенок бродит в своей спальне после пробуждения. По словам матери, обычно сын спит до следующего утра, но тут что-то ему мешало. На первый взгляд обычное видео, но нам нужно посмотреть его до конца. Ребенок, который в силу своего возраста может только лепетать и не может рассказать, что произошло на самом деле, слышит странный голос. Его мама рассказывает, что прошло всего 4 месяца с того момента, как они въехали в этот дом, и до этого ничего подозрительного не происходило. В одном видео многие заметили, что ноги ее маленького сына были вытянуты так, будто кто-то хотел стянуть его с кровати. Часть зрителей склонялась к тому, что говорить могла и игрушка, которая находилась в комнате. Следующее видео сбило с толку многих зрителей. Все началось с того, что на дверной звонок одной женщины пришло оповещение, когда она была не дома. Вернувшись, она решила посмотреть видео. Сначала кажется, что женщина просто бродит по дороге, но мы не можем не заметить, что она выглядит достаточно старомодно, будто одета в викторианском стиле. Потом она удаляется, выходит на дорогу и растворяется. Что это было на самом деле, женщина затрудняется ответить, но она убеждена, что никто из ее соседей не бродит по ночам, да и еще в такой одежде. Но это было еще не все. Видео с другой камеры сильно напугало хозяйку дома. В ролике предполагаемый дух точно хотел быть услышанным. Посмотрим и послушаем вместе. Можно услышать, что нечто представляется как Анна.
В левой части экрана можно увидеть темную фигуру, которая будто стоит и наблюдает, что выглядит достаточно жутко. Вернувшись домой, женщина обыскала дом, задний двор и сарай и ничего не обнаружила. Она и представить не может, какая цель у этого духа и чего он хочет от нее. Следующий инцидент произошел в отеле. Девушка была напугана этой ситуацией и попросила взглянуть на кадры с камеры наблюдения. I just remember looking around. Well, then it just closes. Like, Когда она выходит, то самостоятельно открывает дверь. Однако, как только она хочет выйти, другая дверь вдруг открывается сама по себе. Сотрудники отеля утверждают, что двери не автоматические, и почему они открылись, для них загадка. Спустя некоторое время двери закрываются, а видео на этом заканчивается. Что же это было? Чья-то шутка или нечто паранормальное? Следующий ролик облетел интернет и набрал массу просмотров и комментариев. Он снят на камеру наблюдения в подъезде. Давайте посмотрим. Когда девушка спускается с лестницы, слева направо можно увидеть некое движение. Дальше ситуация набирает обороты. Девушка смотрит направо и пугается, убегая в другую сторону. А кого или что она там увидела и что действительно тогда произошло, останется для нас загадкой. Шагая ночью. О следующем видео известно немного. Мы видим, как камера видеонаблюдения, установленная в доме, снимает следующее. В кадре появляется призрачный силуэт, похожий на ребенка. Он движется довольно медленно и бесшумно. В комментариях к видео большинство говорит, что это спецэффект. Однако нашлись и те, кто считает это истинным проявлением призрака. Прежний хозяин. Следующее видео выложил пользователь на Reddit. Он въехал в новый дом и установил камеры наблюдения во дворе с обнаружением движения. Однажды, поздно вечером, он получил уведомление о том, что камера зафиксировала движение. Он открыл приложение и удивился тому, что ему пришлось увидеть. Призрачная фигура проходит по двору, прежде чем исчезнуть. Родственники автора считают, что это пойманное привидение. Возможно, камера зафиксировала дух человека, прежнего хозяина, который скончался здесь. Вилла. Мужчина по имени Джастин, который выложил следующее видео, утверждает, что его семья купила историческую виллу 19 века в Лондоне. Однажды камера наблюдения засняла нечто, что он все еще не может объяснить.
Около 10 часов вечера кто-то или что-то быстро высовывается из входной двери. Спустя несколько мгновений, кто бы это ни был, проходит мимо машины и исчезает. Ночь пробегает, как тень на стекле. За спиной будто шепчется хриплый ангел. Свет фонаря, словно свечка в петле. Каждый шаг, как в хрониках древних скандалов. Пауки плетут паутину из снов. Твои мысли — это черный коридор. Голоса в голове, призрак без слов. А за углом поджидает забытый дозор. Голоса в тишине, каждый шаг словно тень. Иллюзия тонка, как край между да и нет. Контент словно книга, что читает тьма. Все посты рождаются из пепла костра. Ночь жжет твой будто черный костер. Эй, шаг вперед, твой новый договор. Эй, тени вокруг, как на экране узор. Зайди, посмотри, из-за чего весь сыр-боль. Враг обнимает, шепчет небо не сон. Здесь миры рушатся, будто картон. Дрожь по коже, мерцает в руке. Ты подписался, бежать поздно тебе. Подпишись на Телеграм. Тьма манит светом луны. Подпишись на Телеграм. Будто зов с другой стороны. Подпишись на Телеграм. Как сирены из тьмы. Подпишись на Телеграм. Стоит за твоими дверьми. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Хорхе проживает с женой и детьми, и каждый день видит нечто паранормальное. За последний год было записано сразу несколько тревожных инцидентов, которые пугают больше всего его жену, которая не так давно родила. Давайте посмотрим. Damn, that's crazy. Oh my god, she's nuh-uh. Are you serious? Dude, what the? Oh wow, she fucked up for that. Dude, she is really fucked up for that. Dude, I can't believe you're telling me this shit right now. Oh my god. You need to be careful around her. No, I'm dead serious. What the fuck? What the fuck? Dude. This fucking ghost is fucking with me again. Yeah, it's fucking with us again. Can you? Oh my god. No, hell no. The fucking cross flipped over again. I'm dead ass fucking serious. Когда женщина лежит на диване и наблюдает за ребенком, кресло-качалка вдруг начинает качаться. Но это было еще не все. Крест, который висит на стене, переворачивается, а активность усиливается. Спустя несколько мгновений дверь закрывается, и только тогда женщина замечает, что что-то не так. Она забирает ребенка и покидает комнату. Уже через несколько дней произошло еще кое-что. Oh my gosh! Guys, this way. Дети играли в гостиной, как вдруг крест, который висит на стене, снова перевернулся. Но это было снова еще не все. Телевизор вдруг выключился, а детская игрушка-кроватка буквально проехала по полу. Это не на шутку напугало не только маму,
но и ее детей. Поэтому они быстро покинули комнату. Хорхе, хозяин квартиры, был обеспокоен, так как сущность проявляла особый интерес к его жене. Еще одно событие было зафиксировано на камеру наблюдения. Посмотрим вместе. Leave us alone! Leave us alone. Женщина обнимает своего ребенка, находясь на кухне. Игрушки с детского стульчика начинают падать, что пугает женщину, и она покидает комнату. Однако активность не прекращается, а дверь силой закрывается. Женщина рассказала, что тревожные события происходили все чаще, и они с мужем рассматривают различную помощь, в том числе поиск священника, который согласится помочь им справиться. Следующее видео было снято на заднем дворе и найдено на Reddit. Мужчина выложил это видео, так как его соседи, на участке которых произошло данное событие, попросили о помощи. Справа появляется нечеткая фигура, которая медленно движется. Спустя несколько секунд она пропадает. Многие пользователи, которые посмотрели видео, убеждены в том, что это было чем-то вроде дыма из-за курения или готовки еды. Другие писали, что это действительно может быть призрак. А вы на чьей стороне? Аномалии. Следующие кадры были зафиксированы на камере, которая была установлена для наблюдения за животными. Ролик короткий, но загадочный. Смотрите внимательно. На кадрах можно увидеть не только оленей, но и аномалию, которая справа налево быстро проносится мимо. Призрак ли это был, или этому видео есть разумное объяснение? Как всегда, решать только вам. Разговор с охранником. Следующее видео, загруженное в Instagram, вызвало настоящие споры среди людей, которые посмотрели его. На кадрах с камеры видеонаблюдения виден охранник, который совершает обход коридора. И смотрите, что происходит. Воздушные шары следуют за охранником по коридору, казалось бы, без какой-либо видимой помощи. По словам охранника, он увидел двух детей, сидящих на сиденье в коридоре, и даже обменялся с ними парой слов. Однако, когда коллега из службы безопасности посмотрел отснятый материал и связался с охранником по рации, они оба были сбиты с толку тем, что они увидели. Неземное. Следующее видео было выложено в ТикТок. Оно короткое и загадочное. Девушка увидела, что камера наблюдения сняла то, что действительно ее испугало. So my parents think that their basement's haunted, and then they caught this on camera. What is that? What is that?
Эта тень была похожа на что-то неземное, и она понятия не имеет, что же это было. Переулок. Видео было загружено в ТикТок мужчиной, который, просматривая записи с камеры наблюдения, заметил нечто пугающее. Все это происходило в переулке рядом с домом. Белая субстанция медленно продвигается мимо машины. Некоторые зрители предполагали, что это мог быть дым. Другая часть пользователей убеждена, что именно так выглядят призраки. В следующем видео, которое было снято в Японии, призрака заметили при входе в общественный туалет. Давайте посмотрим. Мужчина заходит в туалет, а спустя уже несколько секунд оттуда выходит фигура, напоминающая призрака. Несмотря на это, через несколько мгновений мужчина покидает это место. Самые зоркие зрители заметили, что это нечто буквально шло через стену. Так что же это было, если не призрак? Пишите свои мысли в комментариях. Пустая комната. Следующее видео найдено в ТикТок. Его выложил мужчина по имени Микки, который утверждал, что они с женой постоянно слышали странные звуки из пустой комнаты, поэтому решили установить камеру наблюдения. Давайте посмотрим, что удалось заснять. Сначала кажется, что ничего не происходит, но обратите внимание, что на двери внизу виден темный силуэт. Затем дверь открывается, хотя в доме в тот момент никого не было. В этот момент силуэт пропадает, а видео заканчивается. Было ли это нечто паранормальное, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Дверной глазок. Следующие кадры были сняты камерой дверного глазка. Мужчина подходит к двери и открывает ее, а позади него можно заметить аномальную фигуру, которая быстро проносится мимо. Мужчина рассказал, что в тот вечер у него было ощущение, что кто-то за ним следит. Был ли это призрак на самом деле или нет, напишите ваше мнение в комментариях. Призрак на заднем дворе. В этом ролике что-то попало на систему внешнего видеонаблюдения дома. Давайте посмотрим. Неизвестная белая линия, либо фигура, движется слева направо. Сначала кажется, что это может быть просто неисправность камеры или какой-то сбой. Однако почти сразу мы наблюдаем, что на это нечто реагируют датчики движения, и на стене гаража включается свет.
А еще через несколько секунд свет включается уже на самом доме автора ролика. Когда ролик впервые попал на YouTube, он стал довольно популярным, и многие сразу же назвали это нечто призраком, снятым на камеру. Другие зрители имели другое мнение, предполагая, что какое-нибудь небольшое животное, пробегающее рядом, могло вызвать включение датчиков света, а белая фигура может быть просто туманом. Ресторан. Следующее видео было снято камерой наблюдения на лестничном пролете при входе в один из ресторанов. Посмотрите. Прозрачную фигуру можно увидеть спускающуюся вниз по лестнице. По мнению некоторых пользователей, это похоже на привидение, одетое в старую одежду, которая похожа на полицейскую форму. Возможно, когда-то здесь умер офицер, и теперь он бродит по этим местам. Это не единственное видео, которое было снято в этом месте. Вы можете увидеть, как один из стульев двигается раньше, чем фигура садится на него. Спустя несколько мгновений таинственная фигура исчезает. Пап. В одном из городов Англии находится необычный паб с богатой историей. Он не раз попадал в заголовки газет как населенное призраками место. Начальство паба говорит, что датчики движения зафиксировали движение предметов глубокой ночью, что вызвало заявление о том, что в пабе водятся привидения. Сотрудники также сообщали о тенях, проходящих мимо дверей, слетающих с полок в стаканах и таинственно включающемся свете. Владелец заведения Алистер Коллинз собрал коллекцию жутких роликов, которые, по его утверждению, были сняты с камер видеонаблюдения, освещая странные инциденты. В пабе таинственным образом выдвигаются стулья, распахиваются двери, и садовый зонт открывается без посторонней помощи. Предметы на столах также передвигаются. Следующее видео было опубликовано охранником, который работал в ночную смену. Давайте посмотрим. Burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra Спустя несколько мгновений появляется белая фигура, напоминающая призрака. Мужчина замечает аномалию и идет осмотреться, но в итоге никого не обнаруживает. Что бы это ни было, оно просто исчезло, будто даже растворилось. Мужчина говорит, что он больше не хочет работать охранником ночью, подвергая свою жизнь опасности. Он не уверен, что это был простой сбой в работе камеры, так как они еще никогда его не подводили.
Детская комната. Следующее видео было снято на камеру наблюдения в детской комнате. Женщина рассказала, что раньше в этом доме жил ее отец, который, по ее словам, видел здесь некого человека, похожего на ковбоя. Сейчас она живет тут с мужем и 2 сыновьями. Старший ребенок жалуется, что его преследует нечто в детской комнате, а по ночам он боится спать. Одним днем, когда женщина укладывала детей спать, старший сын через некоторое время закричал и увидел фигуру в своей комнате, которая направлялась в коридор, частично видимый через камеру наблюдения. Посмотрите, что удалось заснять в тот день. Некая аномалия появляется в дверном проеме. Небольшая аномальная фигура быстро перемещается и исчезает. На этом видео заканчивается. Сама женщина утверждает, что они с мужем не верят в паранормальное, но после этой ситуации не могут найти разумное объяснение данному видео. Полтергейст. Следующая серия роликов была найдена в ТикТоке. Женщина кормит ребенка на кухне, и сначала кажется, что ничего необычного не происходит. Но смотрите дальше. You're gonna eat it. Count the D's, 1, 2, 3. What's this? Кто это? Who is that? Кто так стучит? Knocking like that. Dude. Who's knocking like that? Dude. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Уходи оттуда, уходи оттуда. Через несколько секунд она слышит стук, удивляется, забирает ребенка и уходит в другую комнату. Когда они возвращаются, дверь вдруг закрывается. Это ее не на шутку пугает, и они с ребенком покидают кухню в страхе. Следующие кадры были сняты в том же доме. Крест, который висит на стене, вдруг переворачивается, а дальше вовсе включается плита и стул начинает двигаться. Кроме того, видео сопровождается детским плачем. Есть еще одно видео, которое было снято в этом доме. Давайте посмотрим. Я приказываю тебе выйти из дома. Yeah, no, dude. No. No. Yeah, no. So what I was saying is, yeah, I was staging, and then started going crazy here, started flying off the cabinets, started moving up and down, all kinds of and it was just all over the place. The atmosphere feel pretty cold. So whatever it is, they don't want me staging. That's the point blank bottom line. Bro, that move. No, I'm fucking serious, dude. I wish you could come here now. I'm serious. Look, I will stage for you. No, listen. Чувак, я говорю тебе, я говорю это на полном серьезе. Нет, я говорю это на полном серьезе, чувак. Сейчас все закончится. Alright. I'm a commander in the name of Jesus. Alright. Everybody's been telling me the same shit and it doesn't do nothing.
Поверь мне. Смотри. Во имя Иисуса я приказываю тебе немедленно покинуть этот дом. Сейчас. Другого выхода нет. Ты должен немедленно покинуть мой дом. Я приказываю тебе немедленно покинуть этот дом. Immediately. Bro, Чувак, я говорю тебе, послушай, я сейчас даже не шучу. right now, I wish you could FaceTime me. Я знаю, что ты это слышал, чувак. Я приказываю тебе покинуть этот дом. Сейчас, чувак. Dude, go look this in, I'm not playing. Я приказываю тебе покинуть этот дом сейчас же. Вали отсюда, чувак. Dude, I'm out of here. Mother. Когда мужчина находится дома, из шкафа вдруг падает посуда. Дальше он пытается пообщаться с предполагаемым духом. Не в силах больше терпеть, он проводит обряд по изгнанию от нечистой силы. Однако дух, похоже, не хочет покидать это место и пугает мужчину, так как посуда снова падает из шкафа. Не в силах больше терпеть, он покидает комнату. На этом видео заканчивается. Следующее видео снято в том же доме. Мужчина не на шутку испугался, когда столкнулся с чем-то паранормальным так близко. Посмотрим вместе. Самые внимательные заметили нечто похожее на теневую фигуру. Затем стул, который находится напротив него, падает. Мужчина буквально хватается за голову вне понимания. Выходит из комнаты, а затем падает еще один стул. Есть еще одно видео, на котором зафиксированы паранормальные явления. Во имя Иисуса, уходите из этого дома сейчас же. Уходите из этого дома сейчас же. Уходите из дома. Уходите из дома сейчас же. Вам здесь не рады. Leave it now. Leave the house now. In the name of Jesus, leave the house. Leave the house now. Leave the house. Leave the house. Leave the house. Leave the house now. Leave the house. Можно услышать детский плач. Мужчина приходит на кухню и пытается уже в который раз изгнать духов. В этот момент кухонный шкаф открывается, а предметы из него буквально вылетают. Когда начинают двигаться стулья, мужчина уходит из комнаты, так как не может побороть эти силы. Когда мужчина вернулся в дом, он провел еще один сеанс, на котором также было зафиксировано перемещение предметов. Yeah, all I gotta do is just stage in Jesus' name, just stage, and that's pretty much it. Yeah. So that's what I'm about to do now. Yeah. Yeah, no. Yeah. Well, I'll let you go because I gotta start staging. Okay? Alright, yeah. Bye bye. I'll talk to you later. Если вы находитесь в этом доме, я прошу вас покинуть его. Уходите немедленно. Прямо сейчас уходите из этого дома. Я открываю дверь, чтобы вы могли выйти из дома сейчас же.
I ask you to leave the house now. Leave the house. Fuck. Damn. Во имя Иисуса я прошу вас покинуть этот дом. Во имя Иисуса я прошу вас покинуть этот дом. Покиньте этот дом немедленно, прямо сейчас. Во имя Иисуса. In Jesus' name! Jesus' name! I ask you to leave the house! Leave the house now! Leave the house now in Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Leave the house now! Leave the house now in Jesus' name! In Jesus' name, leave the house now! Leave the house! Oh shit! Ah! Damn! That shit ain't working, yo! Fuck! Когда он находится на кухне, крест снова переворачивается. На этот раз мужчина решил открыть двери в доме, чтобы паранормальные силы могли покинуть это место. Спустя некоторое время стул на кухне начинает двигаться, а мусорное ведро перемещается по комнате. Затем падает детский стульчик, а мужчина делает выводы о том, что даже при открытых в доме дверях он не может изгнать паранормальные силы по какой-то причине. Когда он уходит из комнаты, можно услышать вой собаки, которая также напугана. В следующем видео мужчина был действительно напуган, так как он не мог выйти ночью из своей спальни. Черт возьми, что это было? Черт! Отвали! Черт тебя дери! Камера засняла, как крест переворачивается, и дверь открывалась без видимой на то причины. Мужчина в это время спал. Когда он просыпается, то оказывается запертым в спальне, так как дверь силой закрывается. Спустя какое-то время ему все же удается выйти. На этом серия роликов из этого дома заканчивается. Зрители оставили сотни комментариев к этим видео. Некоторые выразили нотку недоверия, так как подделать такие видео довольно легко. Другие сказали, что семью преследуют нечистые силы, которые могут негативно повлиять на их ребенка, и посоветовали найти другое жилье. Как думаете, действительно ли полтергейст обитает в этом доме, или они эффектно все обыграли? Игрушечная машинка. Следующий ролик был найден на Facebook. Автор ролика говорит, что данный фрагмент был снят на камеру видеонаблюдения, которая расположена в его гараже. На видео, снятом уже почти под утро, имеется игрушечная машинка ребенка, как вдруг она начинает двигаться сама по себе. Самая жуткая часть его истории заключается в том, что автор ролика утверждает, что в то время, когда были сняты эти кадры, аккумулятора в машинке не было, так как он был изъят и находился на зарядке. Задний двор.
Следующее видео было не так давно загружено в ТикТок. На первый взгляд видео кажется обычной записью с камеры наблюдения, однако уже через несколько секунд начинает что-то происходить. Странная тень появляется из ниоткуда и движется по заднему двору. Мнения зрителей по этому поводу разделились. Некоторые говорят, что это не более чем глюк камеры. Другие убеждены в том, что это мог быть человек-тень. Театр. Охотники за привидениями отправились в театр Рица в Юту. С 1939 года он был предметом дискуссии о призраках. Театр сам по себе является достаточно старым. В нем демонстрировали бесчисленное множество фильмов разных лет, начиная со сказок о сверхъестественном и заканчивая трэш-шоу. По словам владельца театра, однажды ночью он совершал обычный обход, чтобы убедиться в том, что театр пуст и готов к закрытию. Вглядываясь в тускло освещенный зрительный зал, он увидел силуэты мужчины и женщины, которые удобно сидят и ждут, когда фильм начнется. Однако фильм уже давно закончился, и все зрители давно ушли. Алан позвал ближайшего сотрудника на разговор, чтобы узнать, не пропустили ли они кого-то без разрешения. Тогда и Шерри, которой было 13 лет, с любопытством следила за работой отца, и она говорила, что тоже видела эту пару. Когда они вернулись в зрительный зал, пара уже исчезла. Охотники за привидениями, пораженные историей, отправляются в этот театр в поисках ответов. Они настраивают свое оборудование и располагают камеры по театру, особое внимание уделяя зрительному залу. Shine a light, nothing. Shine a light away. Something's starting to get darker, and then it starts walking down. Reed stopped. He's already all the way down. He's now stopped, and the shadow keeps going, has stopped, and is now walking more and more. It gets to Reed and then disappears completely. Another shadow has manifested, is walking down. Dude, you know, this is the craziest thing we've ever caught. Walks down the aisle, you'll see it start to go to the right and then sit down in the bench. И одна из камер, расположенная именно там, действительно снимает нечто пугающее. Когда один из членов команды остановился, его тень продолжила идти. Посмотрите, призрачные фигуры одна за другой появляются в зрительном зале, будто хотят собраться на просмотр фильма. При просмотре в замедленной съемке видны отчетливые очертания людей. Скептики говорят, что это простая игра света. Однако многие пользователи писали о том, что театр Риц может хранить не только старые легенды, но и души, которые по какой-то причине не отошли в другой мир. Следующее видео действительно пугающее, так что приготовьтесь. Камера наблюдения показывает девушку, которая подходит к одной из комнат, как вдруг нечто хватает ее за волосы и буквально утаскивает в комнату. Это напоминает сцену из фильма ужасов. Согласитесь, никакой информации о том, что произошло дальше, у нас нет. Как считаете, мог ли это быть полтергейст или это просто неудачный розыгрыш? Следующее видео выложила в ТикТок девушка по имени Фелиция. Она просто играла с собакой около дома, но произошло что-то странное. Давайте посмотрим. Фелиция услышала чей-то голос и до смерти напугалась. По ее словам, кроме нее и собаки, на участке никого не было. Коллекционер. Следующее видео снял мужчина по имени Фейри. Он является коллекционером кукол, которые каким-то образом связаны с мистикой. В его доме есть особая комната, где все его куклы
выставлены как коллекция. Кукол Чаки он особенно любит и считает, что некоторые из них действительно могут оживать в темноте. Одна из кукол постоянно падала с полки и перемещалась по комнате, поэтому он решил установить камеру наблюдения. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Сначала некий предмет падает с полки, а затем можно увидеть, как кукла Чаки шевелит рукой. Это был не единственный снятый инцидент, когда кукла шевелилась. Посмотрите сами. Nuts? Кукла шевелила не только руками, но и туловищем. А однажды она даже упала с полки, как и еще несколько других кукол. Верите ли вы мужчине по имени Ферри? Реально ли куклы могут таким образом оживать? Или всему виной простая мистификация? Жду ваших комментариев. Странности в доме. Данное видео было опубликовано в TikTok. Автор говорит, что у него в доме происходят странные вещи. Уже продолжительное время с противоположной стороны двери его подвала из чердака доносятся звуки и стуки. И он подозревает, что это может быть что-то паранормальное. Мужчина решает установить камеры видеонаблюдения в своем доме, чтобы увидеть то, что происходит. Он направляет одну камеру на дверь подвала, а другую устанавливает на чердаке и затем уходит на работу. Во время его отсутствия камера, направленная в сторону подвала, фиксирует следующее. Потолочный вентилятор начинает вращаться, и слышен стук, который доносится, как кажется, от двери подвала. Внезапно дверь медленно открывается. На несколько секунд мы слышим странное рычание. Затем дверь захлопывается. После на какое-то время наступила тишина. Никакой активности автором ролика замечено не было. Однако почти через 2 недели камера снимает следующее.
Из подвала доносится стук и рычание. Затем дверь с силой распахивается и останавливается. После можно увидеть, как стулья под обеденным столом двигаются сами по себе, а затем дверь в подвал резко закрывается. Но это еще не все. После этого снова слышны звуки рычания и стука по двери. После чего дверь снова силой открывается, и скамейка под обеденным столом сдвинулась в сторону подвала. После этого все снова замолкает на 2 недели, до следующего проявления. Из-под стола силой выскакивает стул сначала в одном направлении, потом сразу в другом. Затем еще один стул каким-то образом движется сам по себе. Мужчина приезжает домой и не понимает, почему стулья стоят именно в таком положении. Он проверяет дом на наличие грабителей. Но наверху все выглядит спокойно, поэтому он отправляется в подвал. Но тут дверь захлопывается прямо за ним. Он выходит обратно, после чего понимает, что в его доме происходит что-то паранормальное. Мужчина решает проверить кадры с камеры видеонаблюдения на чердаке, чтобы увидеть, не засняли ли они что-нибудь там, и он не ошибся. Он увидел, как маленькая дверь на чердаке открывалась и закрывалась сама по себе. Конечно, зрители были напуганы этим видео. Многие уверены, что все эти ролики являются прямым доказательством паранормальной активности. Другие, как обычно, считают, что это спекуляция на теме паранормального. Улица. Следующий ролик был загружен в TikTok и вызвал множество споров. Сначала видно, как человек идет вниз по улице, но затем слева появляется полупрозрачный силуэт, который начинает двигаться слева направо. Дом родителей. Мужчина считает, что в доме его родителей обитают призраки. Он выложил на Reddit эти кадры с камеры видеонаблюдения, на которых можно увидеть нечто действительно жуткое. Посмотрите.
Некоторые зрители подумали, что тень может просто принадлежать кому-то, кто находился в другой комнате. Однако мужчина дополнил, что в 1950-е годы пара владела этим домом, а женщина трагически скончалась из-за проблем со здоровьем прямо здесь, в этой комнате. Мужчина вскоре также умер, так как не смог смириться с потерей супруги. Следующее видео было опубликовано мужчиной по имени Том. Первый источник неизвестен, но видео вызвало массу дискуссий. История такова, что когда друзья ушли на ужин в другую семью, в их доме начало происходить нечто поистине жуткое. Они получили уведомление на телефон о движении и увидели это. Кошка буквально поднимается в воздух, будто кто-то или что-то ей управляет. Мужчина был шокирован после просмотра и боялся возвращаться домой. Что произошло дальше и жива ли эта кошка, неизвестно. А было ли это реальное видео или просто шутка, как всегда, решайте сами. Странные события. В следующем видео мужчина по имени Румах решил проверить записи с камеры наблюдения, когда в доме начали происходить странные события. Давайте посмотрим. Namamayin nila to, tadi subo, pukul 5 to. Pukul 5 subo. Ko tingo ito kipas, tingo ha. Play ni record di CCTV. Tingo, dia pusing. Kenapa bu pusing tuh? Itulah to. Astaga. Siapa yang... Kita kan semua tidur. Itulah. Ko tingo, yang last to, kinapa ako lari. Masa ako turon to. Iya, kenapa ko, Isa pa ito yung time yung ko ada dengar ito, ko tingo ha? Tingo apa jadi ini. Nasip ako review ni CCTV. Perhatikan to lampu. Tingo. Padahal itu tampatakan di sini. Belum lagi. Ada to. Ini pat nih, ini. Tuh. Dia hidup sekejap, lepas itu dia mati. Pasal kemarin aku yang yang malam tuh, yang subuh. Aku dengar macam itu sofa kena tolak. Ada. Tengok ada yang kau nampak tadi? Iya. Sekarang kau tengok ini pintu, ini pintu. Tengok betul-betul ini pintu. Ini dulu yang bunyi itu yang tengok. Lepas itu bag. Ini yang aku dengar tuh. Yang kau dengar tuh grill tuh itu lain lagi. Itu grill sama itu bunyi. Sofa. Si Nanay bangun sudah. Bukan. Mana ada di orang bangun time-time begini. Kau tengok tuh. Tengok ini. Ini. Tengok ini yang kau dengar bunyi itu. Itu tuh. Nampak? Dia tarik balik. Begitulah bunyi dia itu. Kalau kami menyapu ke lepas itu aku kasih bangun saya. Tadi, cek mo nga, ada orang di bawah ka. Aku bilang, si nanay, si tatay, sudah bangun ka. Ini time niya ako turun. Mamay lagi. Tapi ada yang aku nampak di yang paling last to. Ito yung ako lari. Ito yung patung, di atas to yung ada rambut. Dia bergerak, dia tinggu kiri. Ini, saya turun. Ini, masih mamay lagi. Aku buka itu lampu. Ini belum lagi nih. Belum aku nampak nih. Ini ya ada bunyi begitu. Lepas itu. Sini mami, sini. Ini aku nampak. Sini sahabat. Ini yang aku nampak. Ini. Dia begini. Lepas to ada yang barang jatuh. Lepas to ini kepala ini tinggal di sana di kiri. Itu yang aku nampak. Сначала вентилятор вдруг включается, а затем начинает происходить
пугающие события. Можно заметить, как люстра начинает шевелиться, а дальше вовсе свет становится ярче и начинает моргать. Спустя несколько мгновений аномалия, похожая на орбу, пролетает по комнате. Дальше мужчина обращает внимание на то, что одна из дверей открывается без видимой на то причины, а затем закрывается. Дальше мы видим, как спускается мужчина, чтобы проверить, что происходит внизу. Он включает свет и вдруг видит то, что пугает его, убегая в другую комнату. Затем мужчина наглядно показывает, что видел маску, но она была в другом обличии, и это его напугало. Ночная смена. Для многих охранников, работающих в ночные смены, все проходит относительно тихо, так как большая часть населения спит. К сожалению, это не относится к охраннику из следующего видео. В ролике показаны кадры с камеры видеонаблюдения, снятые во время смены ночного охранника. На кадрах он сидит за своим столом, и все кажется спокойно, но тут происходит что-то жуткое. Мы можем видеть то, что выглядит как прозрачная фигура. Явно обеспокоенный охранник откидывается на спинку стула, после чего встает на несколько секунд, поднимает руки и указывает на камеру. В замедленной съемке крупным планом можно увидеть призрачную фигуру, а охранник лично видел это нечто, когда оно проходило рядом с ним. Зрители этого видео были уверены, что на этих кадрах виден настоящий призрак. Они также отметили, что реакция охранника была искренней. Был высказан ряд предположений относительно того, кем может быть данная фигура. От духа человека, который бродит по зданию, до призрака животного или даже явления демона. Плюшевый мишка. Следующее видео снято в Перу. Жители этой квартиры говорят, что встречаются с паранормальной активностью на протяжении всей жизни здесь. Посмотрите. Ustedes saben que a mí me gusta ese tipo de También, a mí películas. también me encanta eso, pero... Pero de verdad que... Mira, Mira, a ver, eso yo no me percaté. Eso yo no me percaté. Ahí con buen miedo. De verdad. Si hasta ahora tengo frío. Porque yo no iba a entrar ya. Yo tampoco, pero ¿qué más nos quedaba? A esa hora, ¿dónde nos íbamos a ver? Mira, o sea, no, yo... Y seguía menos. Yo ya viendo Sí. eso, yo me No, voy. es que ahí no, yo pensaba que Nene estaba jugando una broma. Porque el nene siempre sale con Sí. sus bromas así, por eso Juanca no le quería hacer caso. Yo no le quería hacer caso. Mira, ahí se movió la maleta, Y ahí tú te das cuenta, mi amor, ahí tú te das cuenta. Le dije a Es como que la levantan, güey. Eso no me di Yo dije, ya no quieren seguir viendo la película, por eso están actuando así. Ahí fue donde más frío me dio. ¿Está más frío? Sí, cuando se... O sea, ya sentían un frío ahí. Sí, ahí ya estaba frío. Ahí el ambiente ya estaba tenso, frío. Sí, estaba raro. Ahí estaba frío el ambiente. ¿Tú crees que va a ser una película, bro? Yo le Créeme Pero es que yo no Hasta donde creía en mi esas mamá cosas. me ha dicho, cuando uno ve esas cosas así de miedo, o sea... Mira, otra vez. Uy, no, Dios mío santo. Pero ahí nadie se percató. Solo el nene. No, ahí medio lo vi, pero estaba como esperando que pase algo más, porque mira que... Yo pensaba que tú estabas bromeando, te lo juro. Pero sí se percatan de algo, que hay como una sombra Sí, así como que va va y y viene. viene. Uno como circulitos. Mira. Ahí pasó por acá. Es como una sombra No sé, fuerte, blanca. ¿Será que es algo que anda rondando porque pasa? Es como que entra y sale, ¿Será entra que y yo? sale. Mira, Uy, no. mira, ahí ahí sí me está di la cuenta. sombra, ahí está la sombra. Ahí Ahí yo está me la di sombra. cuenta. Ahí yo me di cuenta. No, ya no veamos esto, bro, te lo juro. Me está dando miedo de nuevo. No, mijo, esto tenemos que subirlo, Esto, mijo, uy, si es que hay alguien Créeme que que- sabe de estas cosas, claro. que nos ayude. Yo me quiero ir. No. Mira la sombra blanca, ¿sí la viste? Sí. Pero Ahí sí. Ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, a ver, eso yo sí lo vi claramente, así de reojo. Oye, ¿por qué se ve Mira, mejor? sí viste, eso sí. Eso sí. Yo no sabía por dónde ir, te lo juro. Yo no sabía qué era, yo pensaba que era de pronto algún gato. No, o sea, yo sí lo vi de reojo. ¿Por qué mis ojos se Sin ven así? palabras, güey. ¿Por qué mis ojos se ven así?
Porque ese es el reflejo, es reflejo. Eso ya es de la cámara, mijo. Como la cámara es blanca y negra cuando está todas las luces apagadas. ¿Por qué no prendieron las luces? Es que estábamos con la luz del televisor, Claro. como que estuviéramos en el cine. Yo digo, Mira, Mira, ¡Uy! ahí me tiraron la botella. Sí, la Ahí botella. me ¿La tiraron la botella? botella, ahí me tiraron la botella y yo de una salí corriendo. No, yo te lo juro que yo no aguanto un día. Mira, se cayó Uy, peluche no, ahí. no Yo no aguanto un día Pero, más. uy, mira, ¿sí ves la luz que pasa Mira, por ahí? ahí, en la puerta de alguien como la tenía trancada. No podía Mira, pasar. mira, siempre uy, ¿sí ves? Sí. Ahí pasa. Mira, del susto, ¿sí ves lo que me pasó del susto? Mira, mira. Uy, hasta el cuadro, Dios mío santo. Oye, pero ¿por qué se cayó todo? No sé, ahí nosotros nos fuimos, nosotros no nos íbamos a quedar ahí. Mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ahí. Mira, mira eso, mira Se eso. cerraron la puerta. No sé si hay algo o alguien que nos está haciendo asustar, pero te lo juro que yo ya no aguanto. Estábamos solos en la casa, pero yo... Mira, ahí están las luces esas. Pero acá las lucecitas que pasan, o sea, eso... Yo ya no quiero ver. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Mira ahí la maleta, mira. Mira cómo la van arrastrando. Mira ¿Por qué cómo no se la van oraron? arrastrando. ¿Por qué no se pusieron a orar? Cambiémonos de casa. Tienen que orar. No, que eso No, eso de ley, eso de ley. vamos. Uy, pero ese peluche, Dios mío. Mira, como que lo están jalando, ¿sí ves? Es como que se para de cabeza, Ese es el ¿qué? peluche que te regaló Juanca. El que tú dañaste, ¿verdad? Mira, ¿sí viste lo que pasó aquí? Mira, aquí ya... ¿Sí viste? Ahí pasa, ahí pasa. Sí, mira. Mira esa lucecita. Mira, es Yo sí me como quiero que ir. fuera que algo Yo, pasa. eso nosotros no lo vimos porque estábamos afuera. Estábamos afuera. Pero es como que algo pasa. Date cuenta que es como que... Mira, ¿ves? Mira, ahí va. Es como que algo pasa. Mira. Son varios, Eso no es eso uno, son nosotros no varios. vimos porque estábamos afuera. Juanca, son varios. Míralo, Míralo, mira, ahí va. Ajá. Ahí va. Son varios, Juanca, son varios. ¿Qué Son será? varios. ¿Qué no será? uno. Mira, Mira, ¿sí son ves? espíritus. Esos como son que algo espíritus. está Mira, pasando. el televisor. Y mira, como que, mira, date cuenta que mira como esa que alguien cara. está sentado aquí. Mira. No, Juanca, no. Tenemos que irnos. Uy, Yo le dije que cojan no, sus maletas. no, Apagaron el Apagaron el televisor. televisor. No, tenemos, mira, se está moviendo, mira. Y es como que estuviera aquí, ¿ves? Claro. Pero desde allá se vino. Pero es el peluche, mira, se lo llevaron. Y la coincidencia que de ahí mismo salió. Друзья собрались вместе и просто сидят на диване, а слева от них еще один диван, на котором расположился большой игрушечный медведь. И он почему-то начинает шевелиться. Через несколько секунд вещи на столе под телевизором тоже шевелятся, что уже замечают присутствующие в комнате. Также они замечают еще несколько паранормальных инцидентов, которые происходят перед их глазами. Самое жуткое в этом видео, как они замечают присутствие посторонних, будто кто-то шагает по комнате. Тогда они начинают обыскивать ее в поиске того, кто это мог быть. Однако полтергейст не успокаивается. Вещи начинают активно двигаться, летать и перемещаться. Когда медведь вовсе падает на диван, друзья покидают квартиру в страхе. Однако на этом паранормальная активность все равно не заканчивается. Когда они просматривают это видео, уже находясь не в комнате, то отмечают шевеление предметов и орбы, которые летают по квартире. Они активно дискутируют до того момента, пока телевизор не выключается, хотя движение предметов в комнате, кажется, не прекращается. Ангел. Следующее видео действительно жуткое, особенно для тех, у кого есть дети. Человек, похожий на теневую фигуру, наблюдает за ребенком, наклоняется и смотрит на него. Многие предполагают, что, возможно, это ангел-хранитель. На следующем видео все начинается безобидно. Ребенок лежит со своим отцом. Однако уже через мгновение мы увидим нечто пугающее. Давайте посмотрим. Scary friend.
По словам отца, они с сыном были одни дома. Через несколько секунд его сын рассказывает, что рядом с ними у двери есть некий страшный друг. Отец пристально смотрит на дверь, пытаясь понять, о чем говорит его сын. А то, что происходит дальше, просто шокирует. Свет в коридоре включается, а когда они выходят из комнаты, то дверь в ванную закрывается. Встревоженный отец, который никогда не верил в паранормальное, просит помощи у подписчиков. А каковы ваши мысли? Что именно удалось снять на камеру наблюдения в этом доме? Глазло. Следующий ролик был найден на Reddit. Он снят на камеру дверного глазка. Давайте посмотрим вместе. Справа появляется аномальная белая фигура, которая спустя пару секунд исчезает. Пользователи высказывали самые различные предположения, от жуков и саранчи и до скелета человека, который растворяется в воздухе. Кто-то в доме. Данное видео было опубликовано на Reddit. Однажды автор ролика услышал странный шум внутри своего дома. Он пошел посмотреть, не пробрался ли кто-нибудь внутрь, но никого не нашел. Не зная, что произошло, он решил проверить камеру видеонаблюдения, чтобы увидеть, что случилось. Посмотрите, что сняла камера. Сначала это сложно увидеть, но если мы немного осветлим видео, вы увидите темную тень, которая проплывает в верхней части кадра. Жуткий ролик напугал сообщество Reddit, и многие назвали это нечто призраком. Школа. Данное видео снято в школе, когда она уже была закрыта. Пользователь, который выложил это видео, утверждает, что его отец работает там охранником, и он увидел, как камеры наблюдения запечатлели нечто странное. Посмотрите. Можно увидеть белую размытую фигуру, похожую на голову, которая ненадолго появляется в коридоре школы. Субстанция. Следующий короткий ролик был найден на YouTube. Давайте посмотрим. Темная субстанция появляется в гараже из ниоткуда и начинает движение. На этом видео заканчивается. Многие зрители в комментариях писали, что это видео является доказательством существования призраков. А вы согласны с ними? Работа в офисе. Следующее видео опубликовано в TikTok, и на нем показано несколько людей, которые сидят в офисе. Кажется, все нормально, но обратите внимание, что-то странное происходит на заднем плане. Посмотрите. Стакан на столе в правом углу комнаты, кажется, двигается сам по себе. ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal o sencillamente de algo lógico? Движение привлекает внимание одной женщины, которая подходит к нему и смотрит. En medio de una reunión, un objeto. Некоторые зрители думают, что возможно кружка горячая, и она двигается из-за конденсата на столе. Шлагбаум. Следующий ролик был найден в TikTok. Мы видим записи с камеры наблюдения около шлагбаума.
можно заметить темную фигуру, которая сначала движется под шлагбаумом, а потом будто улетает. Как думаете, что это было? Призрак, игра света или простой обман? Страхи Марьям. Следующее видео выложила девушка по имени Марьям в ТикТок. Она убеждена в том, что ее дом преследуется паранормальными силами. Давайте посмотрим. В первом видео ее сын сидит за компьютером, а в дверном проеме вдруг появляется темная фигура. Мальчик пугается и зовет маму. Он кричит, но мама не приходит, поэтому мальчик решает закрыть дверь. Поборов страх, он открывает дверь и снова зовет маму на помощь. В это время свет в комнате гаснет. Когда Марьям наконец приходит, он все ей рассказывает. Но это было еще не все, что произошло в доме Марьям. Смотрим следующее видео. Когда Марьям с подругой моет на кухне посуду, происходит нечто паранормальное. It's okay. It's okay. Just ignore and don't do anything. Just ignore. Sometimes these things is happening, you know. Maybe it's because we talked about it? Yes, maybe because we talked. Oh my god. Okay, just leave it. Just ignore. Oh, okay. It's alright. Okay, no, I know it's not your fault. Yes, that's not my fault. I know it's not your That's fault. not my fault. Get out! Get out from my house! Okay, Martina, I think I'm freaking out a little bit here. No, don't freak out. No, it's fine. It is okay. Okay, we just, I don't know. Okay, let's talk about something. Сначала стул вдруг падает сам по себе, а затем он вновь начинает перемещаться. Спустя несколько секунд падает и сушилка для белья, а затем с силой выкатывается детская коляска. Марьям пытается прогнать предполагаемых духов, но пока попытки безуспешны, а паранормальная активность продолжается. Еще одно видео было снято, когда Марьям спала у себя в спальне. Она убеждена в том, что в тот момент ее сын стоял около кровати и говорил с ней. Stop! Oh my god! Go away! Leave me alone, go away! Go away from here! This is not your house! Go away! Можно увидеть, как кто-то будто тянет одеяло. В этот момент женщина просыпается и просит духов покинуть ее дом. Посмотрим заключительное видео от Марьям. Don't fool they stop it! What the hell? Okay, get away! I'm going in. I'm scared. I'm alone at home. The hell? I'm going in.
дверь ее кладовки вдруг открывается, и она нерешительно входит туда. По словам девушки, кто-то запер ее там, и только через полчаса она смогла выйти. Пользователи, которые следят за жизнью Марьям в соцсетях, напуганы происходящим. Большая часть убеждена в том, что нужно съехать, чтобы не навредить своему здоровью. Однако были и те, кто писал, что Марьям хочет прославиться и специально подстраивает все паранормальные события в своих видео. Темная фигура. Следующее видео было найдено на YouTube. Мы видим задний двор, и сначала кажется, что ничего сверхъестественного не происходит, но посмотрим дальше. Можно увидеть темную фигуру справа, которая сначала идет, а затем просто растворяется в воздухе и исчезает. Что было действительно снято на этом видео, для нас останется загадкой. We're fire, water, I chug then I choke. You vanish like a puff from the blunt I smoke. Caught in a dream, but it's faker than porn. You're the venom in my veins I was fucking born for.